Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Lost Solo, на котором я рассказываю о моем личном опыте использования портативных и не очень, хай-энд и не очень аудиогаджетов. Меня иногда спрашивают, почему я делаю обзоры на старые наушники, ведь выходит так много всего нового. А новое это же всегда лучше, правда? Ну, не всегда лучше. Кроме желания производителя сделать лучше, а я верю, что там есть инженеры и звуковики, которые искренне хотят развивать продукт, есть еще эффективные менеджеры и владельцы, которые хотят только одного – денег. Поэтому новое вполне может быть более дешевым, более простым. Главное, чтобы дельта была больше, то есть доход был больше, чем расходы. Ну и не стоит забывать про проверку временем. Вау-эффект проходит, и иногда ничего не остается. А иногда наоборот со временем приходит понимание, что было-то очень круто. Сегодня речь пойдет о наушниках Hi-Listening HLS S8. Почти ровно 3 года назад они были новинкой и собрали немало хороших отзывов. Тогда они стоили $100, и эту цену многие считали не только справедливой, а вполне себе небольшой для такого звука. У наушников очень интересный дизайн, корпус весьма небольшой, сложной формы, покрыт яркой и прочной краской. Звуководы достаточно длинные, а за счет общей плоской формы они очень хорошо садятся в уши, практически полностью скрываясь в ушной раковине. Если там, где вы живете, бывает прохладно и нужно носить головной убор, то эти наушники вполне помещаются под шапкой. Но корпус полностью металлический, так что в мороз не знаю, как оно будет. Внутри у них один динамический и один арматурный драйверы, причем я так и не нашел информации, какие именно. Впрочем, я не особо усердно искал. Сейчас эти наушники снова появились в продаже по цене менее $40. За такую цену их нужно покупать не задумываясь, потому что даже если у вас уже есть целая россыпь наушников, Hi-Listening имеют настолько нейтральную и гармоничную настройку, что я сходу даже и не скажу, с чем их можно сравнить. Но есть и нюансы. По моему впечатлению, их не то чтобы начали производить заново и не откопали старый склад. Мне кажется, что это что-то вроде Drop. Все, кто увлекается музыкой, знают этот сайт, где периодически появляются в продаже популярные модели аудиогаджетов по очень хорошим ценам. Это не оригиналы, но и не копии. Просто ребята из Drop собирают много заказов, потом приходят, например, к Sennheiser и говорят: а давайте вы сделаете нам оптовую партию HD 650, но подешевле. Эти делают точно такие же HD 650, как и оригиналы, только из чуть более дешевого пластика, с более дешевым кабелем в комплекте, но это ровно те же наушники, абсолютно. Вот с Hi-Listening точно такая же ситуация, как я думаю. Это те же наушники, но собраны сейчас с некоторым удешевлением. Например, кабель стал изрядно хуже. А самый главный признак, взгляните. Мы привыкли, что у наушников и кабелей правый маркируется красным, а левый синим цветом. А тут на кабеле маркировка правильная, а корпуса перепутаны. Здесь красный – это левый. Я сослепу не разглядел поначалу и долго не мог понять, что же он в ухо-то не влезает. А вот на оригинальных наушниках все было в порядке с цветовой маркировкой. Ну, видимо, в попыхах линию сборки запускали, не особо вникая в детали. Разъем MMCX, довольно неплотный. Многие сторонние кабели отсоединяются слишком легко. Не самопроизвольно, конечно, но иногда при попытке вытащить наушник из уха он просто отсоединяется и летит куда-то в труднодоступное место. Зато недорого. А звук все тот же. Самое его характерное отличие – это удивительная сбалансированность. Баса в меру, ни много и ни мало, и на тихой громкости, и на максимальной, все так, как хочется. Саббас есть, но не бубнит и не гудит. Переход к средним частотам без ощущаемой границы. Средние точно так же очень хорошо сбалансированы, не сухие, но и не слишком яркие, плотные, упругие, насыщенные. Ну и высокие звучат ровно в том же стиле, аккуратно, четко, но без звонов и скрипов. Они не слишком прозрачные, но и притемненными их не назвать. То есть идеальный баланс, почти идеальный во всем. Звук Hi-Listening не слишком аналитичный, но и не запредельно музыкальный, где-то возле золотой середины. Его приятно слушать, он не утомляет, не раздражает. Сцена широкая, с отличным разделением и позиционированием инструментов, одна из лучших на мой вкус. Если кому-то баланс не подходит, в наборе есть 3 пары сменных звуководов, как водится сбалансированные, на которых я в итоге остановился, и смещающие общую картину либо чуть в темную сторону, либо чуть светлую. Темные немного акцентируют высокие и добавляют агрессии. Синие смещают звук в сторону усиления баса, особенно в области мидбаса. Ну а серебристые — это которые прямо идеально подходят наушникам на мой слух.
К источникам High Listening вполне терпимы, даже с телефоном отлично звучат. Альбом Snow Tom 2 проекта One Two полон глубокого и широкого, причем сознательно грязного баса, но наушники совершенно спокойно с ним справляются и звучат увесисто, но не гулко и не хрипло. Hi-Res плеер, конечно, придает звуку больше жизни и поднимает его на заметно более высокий уровень. Современная и довольно качественная поп-музыка из альбома Roisin Murphy с таким же названием мало того, что напоминает молодость, только с несравненно более качественной работой звукорежиссера, но еще и ее звук получается приятный, мягкий, музыкальный. В качестве инструмента для прослушивания музыки на стационаре эти наушники тоже вполне подходят, никаких проблем я не заметил. И, к слову, о том, как звучит тяжелая музыка. Я лично всегда жду в звуке некоторой агрессии, а High Listening наушники не агрессивные, но новый альбом группы The Unguided, Father Shadow, я прослушал не без удовольствия. Гитары где надо настроение поднимают, хотя сама запись могла бы быть и почище. Да что говорить, даже кассетный плеер не вызвал у меня никаких проблем с прослушиванием в этих наушниках, равно как и кассетная дека, хотя я не слушаю ее с прямого выхода на наушники обычно. Альбом Якова Кривицкий как нельзя лучше подходит к этому источнику, да для него и писался в сущности. Звук получается аутентичный, ламповый и аналоговый. Очень понравилось. Так что даже сейчас, через 3 года, наушники High Listening вполне себе удачная покупка, даже если учитывать некоторую китайщину в общем подходе и даже в названии, которое, видимо, кто-то когда-то записал с ошибкой. Это не слишком важно. А что важно, так это то, что они отлично звучат, имеют свой очень узнаваемый стиль как внешне, так и в звуке, и самое главное, могут подарить немало минут наслаждения хорошей музыкой. Что удивительно, так это то, что удачную модель не развили и не продолжили в новых вариантах. Как всегда, это были мои личные впечатления. Совершенно нет никаких причин для того, чтобы у вас они оказались точно такими же. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как обычно, в описании. На этом все. Пока.